Недавний визит президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа в Вашингтон стал событием, которое уже называют началом пересборки ближневосточной политической карты. Его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявление о будущем Сирии и контакты с региональными игроками подчеркивают, что страна, долгие десятилетия находившаяся в дипломатической изоляции, стремительно возвращается в центр политических процессов. И ключевыми направлениями этого возврата становятся отношения с Турцией, взаимодействие с Вашингтоном и напряженный многослойный фактор Израиля. Аш-Шараа в интервью Fox News заявил, что Дамаск не рассматривает возможность полноценной нормализации отношений с Израилем, поскольку вопрос голландских высот остается нерешенным уже более половины века. Сирия придерживается позиции, что переговоры возможны лишь при соблюдении рамок, существовавших до 1967 года. При этом сирийский лидер отметил, что США при определенных условиях могут сыграть посредническую роль, но пока Дамаск не готов к прямому диалогу. Эти заявления стали продолжением серии выступлений после исторического визита Аш-Шараа в США, который обозначил новую главу в отношениях двух государств. По словам сирийского президента, более 60 лет страна находилась в состоянии почти полной изоляции, а нынешняя встреча с американским лидером открыла путь к сотрудничеству, включающему экономические проекты, энергетический сектор и разведку природного газа. В Вашингтоне ключевым стал вопрос борьбы с международным терроризмом, где сирийская сторона настаивала на необходимости прямого взаимодействия. Дамаск подчеркивает, что не может быть исключен из обсуждения вопросов, затрагивающих собственную территорию. При этом, говоря о возможной нормализации, Аш-Шараа вновь указал, что Сирия не намерена присоединяться к соглашениям Авраама, поскольку ее ситуация кардинально отличается от других стран региона. В интервью The Washington Post он сообщил, что Израиль за последние месяцы нанес более 1000 авиаударов по сирийской территории, включая районы рядом с правительственными объектами, однако Дамаск сознательно избегает военного ответа, чтобы не сорвать процессы восстановления. Параллельно сирийский лидер коснулся и отношений с Россией. Он признал, что конфликт между Дамаском и Москвой в прошлом был тяжелым, но отметил, что Сирия нуждается в России как в постоянном члене Совбеза ООН. Это признание говорит о стремлении Дамаска удерживать баланс между крупными международными игроками, не допуская разрывов с ключевыми партнерами. Особое внимание к переговорам привлекло участие министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Его присутствие вызвало обеспокоенность в Израиле, где растущую ось Вашингтон-Анкара-Дамаск рассматривают как потенциальный вызов собственным интересам. В израильских СМИ звучат оценки, что расширение влияния Турции в Сирии может ограничить свободу действий Израиля, особенно в вопросах, связанных с Ираном и Хезболлой. В Иерусалиме отмечают, что Анкара стремится укрепить свое влияние в ближневосточной политике, одновременно усиливая позиции как в Сирии, так и в Газе. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Ахабер заявил, что Турция готова приложить все усилия для участия в стабилизации ситуации в Газе, включая отправку войск. Он подчеркнул, что результаты, достигнутые Турцией в области внешней политики за последние годы, а также ее репутация надежного партнера, делают страну востребованным участником международного сотрудничества. Это заявление подтвердило стремление Анкары к активной роли в региональных процессах и подчеркнуло, что Турция намерена участвовать не только в дипломатических, но и в практических мерах по стабилизации. Этот турецкий фактор заметен не только в заявлениях, но и в практических шагах. По данным Middle East Eye, Турция завершила подготовку контингента численностью около 2000 военнослужащих для возможного участия в международных силах стабилизации в Газе. В Анкаре считают, что участие в таких миссиях позволит ей закрепиться как один из ключевых акторов безопасности в регионе. Израиль же воспринимает этот сценарий как серьезную угрозу своим стратегическим интересам, опасаясь усиления турецкого политического присутствия в среде палестинских фракций. Именно вокруг Газы формируется один из главных узлов будущей региональной архитектуры. Согласно публикации Inet,
США рассматривают возможность строительства крупной базы для международного контингента рядом с сектором Газа, что должно обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. Это решение вписывается в более широкую стратегию Вашингтона по снижению эскалации и усилению своего влияния в регионе. Тем временем The Guardian опубликовала данные об американском плане разделения сектора Газа на зоны, где восточная и южная части окажутся под совместным контролем Цахал и международных сил, тогда как западные районы останутся в текущем состоянии до завершения политического урегулирования. В Израиле обсуждения вокруг турецкого участия стали особенно острыми. Высокопоставленные чиновники, по информации Кешет-12, считают, что Анкара может использовать участие в послевоенном устройстве Газы для укрепления контактов с палестинскими группировками, что изменит баланс сил в регионе. В МИД Израиля подчеркивают, что турецкие компании не должны участвовать в восстановлении Газы, поскольку это может укрепить влияние Анкары в арабском мире. Одновременно израильская политика сталкивается с внутренними вызовами. Пару дней назад Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой полностью помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В ответ Герцог выразил огромное уважение президенту Трампу, но подчеркнул, что любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами и в соответствующие органы. Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники. Но они этого пока не сделали, пишет Times of Israel. Хотя это письмо не имеет прямой силы, оно отразило стремление Вашингтона сохранить стабильность израильского руководства на фоне масштабных трансформаций региона. Кроме этого, вечером 15 ноября был проведен телефонный разговор между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждались ситуация в Газе, прекращение огня, ядерная программа Ирана и меры по стабилизации в Сирии. Активность на сирийском направлении также остается высокой. Подконтрольные Дамаску формирования в провинции Рака провели атаку на силы СДС, что свидетельствует о сохраняющейся внутренней напряженности в Сирии. В свою очередь, Израиль продолжает укреплять позиции на северной границе, размещая бронетехнику и артиллерию. В одном из недавних интервью ливанский обозреватель отметил, что возможное поражение Ирана ударит не только по самой стране, но и по всему региону, от Совета сотрудничества стран Персидского залива до Египта. По его словам, если Иран исчезнет с карты и будет устранен из региона, Нетаньяху фактически превратится в императора Ближнего Востока, и все мы окажемся под властью их капиталистической системы. По данным The New York Times, иранские источники недавно заявили, что ракетные комплексы страны работают круглосуточно, и в случае новой войны Тегеран намерен выпустить не 500 ракет за 12 дней, а 2000 за один залп. Тем временем Ливан намерен подать жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль из-за строительства бетонной стены за пределами голубой линии. Как сообщает Reuters, Бейрут утверждает, что новая конструкция пересекает демаркационную границу, установленную ООН в 2000 году после вывода израильских войск из Южного Ливана. Израильская сторона, в свою очередь, продолжает комментировать региональные процессы. Один из израильских чиновников в беседе с Axios заявил, что в отличие от поставок истребителей F-35 Турции, которым Израиль решительно противостоит, значительно меньшее беспокойство вызывают аналогичные системы вооружений в Саудовской Аравии, при условии, что они вписываются в рамки регионального сотрудничества по безопасности в контексте соглашений Авраама. Дискуссии вокруг нового регионального устройства затрагивают и участие других стран. Азербайджан, по данным Reuters, не намерен направлять миротворцев в Газу до достижения устойчивого прекращения огня, хотя Баку включен в консультации относительно будущей международной миссии стабилизации. Все эти процессы показывают, что регион вступает в новую фазу, где формируются новые союзы, а старые подходы стремительно теряют актуальность. С одной стороны, Сирия пытается вернуть себе роль самостоятельного и влиятельного участника региональной политики, балансируя между США, Турцией, Россией и другими игроками. С другой, Турция стремится использовать открывающееся окно возможностей, укрепляя дипломатическое и военное присутствие. Израиль, в свою очередь,
сталкивается с необходимостью адаптироваться к меняющейся политической конфигурации, где его действия будут все больше зависеть от решений международных партнеров и от того, какую роль США отведут ему в будущей системе безопасности. Ближний Восток переживает редкий момент тектонических перемен. Угроза новой эскалации сохраняется, но параллельно возникают механизмы, способные задать будущую траекторию региона. От того, как страны, от Сирии до Турции и Израиля, распределят роли в этом процессе, зависит, какой станет новая политическая реальность и сохранится ли шанс на долгосрочную стабильность. Если вам интересны подробные аналитические обзоры о Ближнем Востоке и ключевых событиях в регионе, подписывайтесь на наш канал RegNews, чтобы всегда быть в курсе основных процессов и их возможных последствий.